and I think to myself, what a wonderful world. Ребят, всем привет! Меня зовут Татьяна Дуран, и я очень рада видеть вас на моем канале. И сегодня мы обсудим вопрос погоды в Турции, потому что это, наверное, самый частый вопрос, который мне задают, когда ехать, чтобы точно было тепло и точно можно было покупаться. В Турции есть две части, на самом деле даже три части, которые сильно отличаются друг от друга. Стамбул и другие города, которые вы будете посещать в связи с историческими достопримечательностями, мы сегодня не обсуждаем. Мы сегодня будем говорить про побережье Эгейского моря и побережье Средиземного моря. Погода довольно сильно отличается. В анталийской части всегда сезон раньше начинается и позже заканчивается. При этом, когда я говорю относительно анталийского побережья, я имею в виду те курорты, в которых вы будете отдыхать, когда вы прилетаете в Анталию. То есть это Алания, Сиде, Белек, сама Анталия и Кемер. При этом есть небольшая разница, если мы сравниваем Аланию, например, и Кемер, то из-за особенностей ландшафта в Алании всегда такой ровненький ландшафт и нет гор, а в Кемере наоборот. Очень гористая местность, и там довольно много лесов, поэтому там и больше тени, и всегда на 2-3 градуса холоднее. Если мы с вами говорим о плавательном сезоне, то в 2018 году я первый раз искупалась 15 апреля. И причем я не просто зашла, окунулась, я прям реально плавала. При этом последний мой, самый последний заплыв был 1 ноября, потому что 2 ноября я уже улетела в Россию. При этом я про себя хочу сказать, что я совсем не морж, но и так же, как говорит мой муж, я еще не антальялы, то есть имеется в виду, что я еще не анталийка в полном смысле этого слова, потому что все анталийцы плавают только в очень горячей, прям буквально 25-градусной воде. Так вот, это не про меня, я не такая, про таких людей, как я, из Сибири, из России, могу сказать, что прям купаться и прям тепло и хорошо здесь можно с самого начала мая. То есть самые первые числа, 1 мая, прям очень тепло, и вода классная, и все супер. И примерно плавательный сезон будет заканчиваться в октябре, в конце, в 20-х примерно числах октября. До этого времени спокойно можете приезжать, будет все тепло, хорошо и классно. Море теплое везде, погода жаркая, больше 30 градусов. И здесь еще есть другой вопрос относительно именно жары, потому что летом 2018 года у нас даже было, например, плюс 47. Кто не любит такую жару, имейте в виду, что самые жаркие месяцы, самое жаркое время – это с конца июня до конца августа. И теперь мы с вами переносимся на Эгейское побережье, где находятся такие курорты, как Мармарис, Фетия, Бодрум, Измир, Кушадасы. Здесь купальный сезон на 2-3 недели с обоих концов короче. То есть приезжать сюда купаться нужно примерно с, получается, середины мая и до конца сентября. И еще один ответ на вопрос относительно морей Эгейского и Средиземного. Какое из этих морей солонее, какое теплее, какое красивее. На самом деле они не сильно друг от друга отличаются, потому что море Эгейское, оно занимает 4-е место в мире по солености, 38,5 промилле. Море Средиземное занимает 3-е место в мире со своими 39,5 промиллями. Также относительно средней температуры, то море Средиземное это примерно 25 градусов в летнее время, море Эгейское 24 градуса. Ну и по моим личным наблюдениям, Эгейское море более такое зелененькое, изумрудного цвета, море Средиземное более темное, более синее, вот такого цвета. То есть, в принципе, разница не такая большая, и оба моря, конечно, замечательные. И о том, как правильно выбрать тур на Эгейское и на Средиземное побережье, а также на что нужно особо обратить внимание, я расскажу уже на следующей неделе. А вы, ребятки, не забывайте лайкушечку для Танюшечки, обязательно подписаться и колокольчик поставить, чтобы не пропустить новые видео. Ну и на сегодня я вас целую. Хорошего вам дня, ребятки, и пока!